все. Таможенный и паспортный контроль пройдены. Меня ни о чем не спрашивали. Таню спросили, куда она летит и насколько. Миру тоже спросили, знает ли она, куда она летит. Та ответила, что она летит в Аргентину. И сейчас мы сидим напротив нашего гейта в ожидании посадки на самолет. Про нашу первую неделю пребывания в Аргентине мы уже рассказывали в предыдущем видео, поэтому если вы его не смотрели, то рекомендую его посмотреть. Некоторые моменты первой недели мы опустим. А сейчас подробнее расскажем, где и как мы жили этот месяц. Еще в Москве удаленно мы забронировали квартиру на сайте ForRent Аргентина, и сразу же после прилета мы в нее заселились. Оказалось, что на месте нас ждало несколько сюрпризов. Во-первых, все окна в нашей квартире выходили в колодец. И было очень трудно понять, день или ночь на дворе. По этой же причине там совершенно не было движения воздуха. К сожалению, на фото удаленно мы не смогли распознать эти моменты. А еще, кроме нас, там было много усатых жильцов, о которых нас, к сожалению, забыли предупредить. Но все равно мы неплохо проводили там время. Вот Мира, например, танцует под Екатерину Шульман. Как вам такой новый вид искусства? Первый месяц мы жили в районе Палермо, популярный среди российских переселенцев. Это достаточно безопасный и красивый район. Здесь красивая архитектура и развитая инфраструктура. Есть даже китайская христианская церковь. Очень много парков. Ботанический сад, экопарк, японский сад. Почти все парки в Буэнос-Айресе бесплатные. Даже парки, где можно посмотреть на животных. А еще в этих парках было очень классно прятаться от жары. Весь этот месяц стояла нереальная жара во всем Буэнос-Айресе. Даже местные говорят о том, что такой жары не было с 1968 года. Вот и Цапли может подтвердить наши слова. Жаль только, в отличие от Цапли, нам больше негде было купаться. Ведь 1 марта закончился купальный сезон. В экопарке мы нашли классный аттракцион для детей и взрослых. Виртуальный океанариум с эффектом погружения на подводные лодки. Там очень много рассказывали про подводный мир, очень интересно, но совершенно непонятно. Поэтому мы туда сходим еще раз, когда подучим испанский. О, Мира, смотри! Смотри вокруг, вот туда. Дельфины! Мира сначала испугалась погружения, но потом освоилась и уже не хотела уходить. Стоимость билета на двоих составила чуть более 600 рублей. В России аттракционы такого уровня стоят гораздо дороже. Еще мы успели съездить в район Ретиро, один из старейших районов Буэнос-Айреса. Прогулялись по его красивым улочкам, зашли в музей испано-американского искусства и посетили площадь Сан-Мартин. Но насколько Ретиро красив, настолько Ретиро и опасен. Близость к крупнейшему вокзалу и Виши 31 привлекает сюда воров, грабителей и прочий лихой народ. Поэтому, как только стемнело, мы решили ретироваться из Ретиро в наш безопасный Палермо. И поесть вкусные суши в ресторане Немури Терра, которые рекомендовали ребята с канала Буэнос Сутрас. Передаем им привет. Детские площадки в Буэнос-Айресе – это не только место для развлечения детей, но и место для знакомства русскоязычной диаспоры. Вот и мы познакомились с классными ребятами из России. Наши дети оказались примерно одного возраста, поэтому мы быстро нашли общий язык. В один из дней ребята пригласили нас к себе в гости, и мы впервые пожарили мясо на парише. Получилось вкусно, но, как выяснилось в комментариях, аргентинцы готовят его немного иначе. Об этом мы расскажем, наверное, чуть попозже. Поскольку Мира у нас по гороскопу рак, она не может пропустить мимо ни один водоем. Если она видит водоем, она обязана в него влезть. Вот и бассейн у наших новых друзей не остался ей незамеченным. Она практически напросилась, и ребята не могли нам отказать и пригласили нас еще раз сходить в их бассейн. Мы тут зашли в отдел посуды в Изи. За последние 2 дня у нас было 2 потери. Мы разбили одну тарелку, чужую, и нашу чашку. Она лопнула от кипятка, и поэтому мы сейчас приценимся к посуде.
Вот такая чашечка стоит около, получается, сколько? 200-250 рублей. Вот, а кружки по 100, тут чуть больше, 150 рублей. 99 рублей. Еще такой вигвам нашли. Да, стоит он около 4000. Такая вот детская мебель. Тоже каждый предмет примерно по 4000. Также есть балансир. И вот еще какие-то полочки и киевские, и леговские эти контейнеры. Смотрите, какие стильные холодильнички здесь продают. И цена у них получается около 20 тысяч. Для тех, кто хочет уюта в своей квартире, вот здесь тоже есть много разных классных штук. Вот смотрите, есть за 18 тысяч вот такой вот набор, диванчик и стол из искусственного ротанга. Мне кажется, очень даже круто. Но мы не только развлекались, как может показаться по нашему видео, но и находились в постоянном поиске квартиры. Да. Сейчас мы пришли в агентство недвижимости, будем пытаться через них подбирать себе квартиру. В итоге мы уже обошли 2 агентства, сразу же нам пока ничего не предложили, просто взяли контакты. И на этом все. Типа ждите предложений. Сейчас идем в 3-е. Интересно, что же здесь нам предложат. Первую квартиру мы нашли через Facebook, и располагалась она в районе Кабаши. Квартира была идеальна по количеству комнат, их было 3 и большой балкон, но вот состояние у нее было очень не идеальным. Поэтому мы решили продолжить наши поиски. Пока мы искали квартиру, мы изучали новые районы Буэнос-Айреса и набрели на замечательную детскую площадку на площади Гюльмес, вокруг которой красил вот такой вот замечательный детский паровозик с мультяшными персонажами. Смотри, ты видел, там еще свинка Пеппа? Мира была настолько впечатлена паровозиком, что до сих пор о нем вспоминает и мечтает однажды его встретить снова и прокатиться. А мы приехали ко второму месту просмотра квартиры. Но приехали рано, за час. Поэтому будем сейчас гулять по окрестностям. А потом пойдем смотреть квартиру. Вот дом, в котором мы будем смотреть квартиру. Смотрите, дальше там какое интересное здание. И вот здесь вот идет такая большая пешеходная улица с одной стороны. По ней очень классно прогуляться. Вторая квартира оказалась гораздо лучше, но она была совершенно не приспособлена для краткосрочной аренды. К сожалению, нам не удалось ее заснять. В ней не было света, интернета, было очень мало мебели и не было посуды, которые обычно идут в комплекте при краткосрочной аренде. И поэтому мы опять продолжили наши поиски. Зашли в KFC, говорят, здесь вкусная курочка, вкуснее, чем в России. Сейчас проверим, заказали какой-то мини-бокс 5 в 1. Попробуем, поделимся впечатлениями. Оставили Сережу ждать заказ на первом этаже, сами поднялись на 2-й этаж. Здесь также есть еще вот верандочка, на которой можно посидеть, но мне кажется, там безумно жарко, поэтому туда мы не пойдем. Здесь хотя бы кондиционеры работают. Вот нам принесли наш заказ. Будем пробовать. Ну что, Сергей Валентинович, поделитесь впечатлениями. Что могу сказать? Нам в целом есть говядина уже потихоньку надоедает, несмотря на то, что она безгранично вкусна. Мы решили попробовать курочку, но самим готовить лень, поэтому мы решили доверить дело мастерам и пришли в KFC. Курица сочная, кока-кола сладкая, лед холодный.
В общем, красота. Всем рекомендую. Здесь у каждого магазина практически есть свой паркинг для собак. Оба-на. Мира там чуть ли не упала. Вот я только сказала про паркинг, и собачку припарковали здесь. Вот. Стоит, ждет. Ну вот, появилось кое-что интересное. Мы подошли к третьему дому, в котором будем смотреть квартиру. Не знаю, удастся ли ее снять или нет, но домик снаружи выглядит очень даже симпатично. Ехали в Ремакс, нас отвели в переговорную. Сейчас будем давать залог за квартиру и завтра подписывать договор. Наконец, третья квартира нам понравилась. Мы понравились хозяйке квартиры. Звезды сошлись, мы расслабились и продолжили получать удовольствие от этого города. Рядом с нашим новым жильем оказалось сразу 2 классных парка с детскими площадками. Пришли в Макдональдс, а здесь у них вот такая вот отдельная детская площадка. Мира там уже где-то тусит. Ну, вот с девочкой. Очень классно. Родители едят, дети играют. А еще мы сходили на футбол. Пока по телевизору, но болельщики вокруг нас были самые настоящие. Так в очередной раз будет бить Месси. Посмотрим. На утро мы съехали с нашей старой квартиры, но это не мы на видео. Загружаемся, за нами приехал прицеп. Мы загружаем наши вещи, уже половину загрузили, осталось чуть-чуть. И поедем в наш новый дом. С переездом нам помог русскоязычный водитель Александр. Его контакты мы оставим ниже в описании. А это уже трейлер к видео с обзором нашей новой квартиры, которая выйдет уже совсем скоро. Пока можем лишь сказать, что квартира гораздо лучше, чем то, что у нас было раньше. Она умудряется совмещать в себе винтаж и современный интерьер. И она принадлежит художнице, которая живет прямо над нами. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и адьос!